Лед – лучший способ сохранить что-либо, известный с незапамятных времен. Льды нашей планеты хранят в себе немало тайн, которые нам еще предстоит разгадать. А то, что уже было найдено, поражает фантазию и только подстегивает интерес для дальнейших поисков. Гигантский вирус. Исследователи из Марсельского университета Франции вместе с российскими коллегами из Института физико-химических и биологических проблем нашли в вечной мерзлоте Сибири новый вирус, который пролежал там 32 тысячи лет. Ледяная дева инков, Перу. Мумия девушки 14-15 лет была найдена на склоне вулкана Невада-Сабанкая на просторах Перу в 1999 году. Эксперты предполагают, что подростка и еще нескольких детей отобрали для жертвоприношения из-за красивой внешности. Было найдено 3 мумии, которые, в отличие от бальзамированных египетских, подверглись глубокой заморозке. Тело 7-летнего мальчика подвергли изучению, а вот исследовать останки 6-летней девочки ученые пока не решаются. Вероятно, в нее некогда попала молния, что может сказаться на точности результатов исследования. Версию о жертвоприношении 3 детей подтверждают находящиеся рядом с ними артефакты: золото, серебро, одежды, миски с едой и экстравагантный головной убор из белых перьев неизвестных птиц. В ходе предыдущих исследований было установлено, что, перед тем, как принести детей в жертву, на протяжении года их кормили элитными продуктами маисом и высушенным мясом лам. Мумия принцессы Укока, Алтай. Мумию прозвали Алтайской принцессой. Считается, что Укока умерла в веке до нашей эры и относится к пазырыкской культуре Алтайского края. Замерзший мамонт. На островах Новосибирского архипелага обнаружили хорошо сохранившуюся во льдах тушу самки мамонта. Кроме мягких тканей, исследователям достался другой ценный подарок – кровь мамонта. Она не замерзала при температуре минус 10 градусов, и ученые предполагают, что именно эта особенность помогала мамонтам выживать в холоде. Обломки самолета Сигизмунда Ливаневского. Экспедиция Русского географического общества случайно обнаружила на Ямале обломки, которые могут принадлежать самолету Ан-209 летчика главсевморпути Сигизмунда Ливаневского. Самолет вместе с экипажем бесследно исчез в августе 1937 года. Останков людей не обнаружено. Возможно, летчики покинули кабину, но не дошли до людей. Мумия мальчика, Гренландия. Недалеко от гренландского поселения Килокицек на западном берегу самого большого острова в мире в 1972 году была обнаружена целая семья, мумифицированная посредством низких температур. Этому мальчику не было и года, когда он умер. Ученые установили, что у него был синдром Дауна. Мамонтенок Юка. Мамонтенок был найден вблизи моря Лаптевых, и его назвали Юкой. Ученые считают, что Юка погибла, да, специалисты склоняются к тому, что это была самка, по меньшей мере 10 тысячелетий назад в возрасте 2,5 лет, у нее только-только начинали прорезаться бивни. Останки солдат Первой мировой в Альпах. С таянием льдов начинают всплывать тела солдат Первой мировой войны. В 2014 году останки 80 погибших во время Первой мировой солдат были обнаружены в растаявших альпийских льдах, почти все они хорошо сохранились и превратились в мумии. Вместе с ними были найдены фотографии военных лет, карты и даже продукты, которые отлично сохранились в холоде. Солдатам устроили настоящие военные похороны. Теперь главной задачей является сохранение этого наследия. Замороженный детеныш шерстистого носорога. Якутские ученые впервые в истории палеонтологии нашли частично сохранившиеся останки детеныша шерстистого носорога, погребенные под вечной мерзлотой примерно 10 тысяч лет назад. Эта находка поможет им понять, как эти животные выживали в суровом ледниковом климате. Хуанита из перуанских Анд. Благодаря холоду вершин Анд мумия сохранилась весьма хорошо и сейчас принадлежит музею андских святилищ в Арекипе, но часто передвигается по миру в специальном саркофаге. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.